Добро пожаловать в сердце Средней Азии, в солнечный Узбекистан, где горные хребты хранят тайны вековых трофеев. Это вторая часть нашего путешествия с трофейным охотником Денисом Морозовым. В первой серии мы отправились в путь из Ташкента, чтобы покорить узбекские высоты и добыть редкие трофеи. Добрались до Узбекистана, уже третий год пробуем сюда добраться. Уже в Джизакской области Денису покорился величественный Аргали Северцова. Пойдет вот такой дыркой. Затем, перелетев в южную часть Узбекистана, началась изнурительная охота в Сурхандарье, где ценой невероятных усилий был взят и бухарский Уриал. Говорят, есть дорога. Но приключения только начались. Группа решила продолжить поиски бухарского Мархура по пути в базовый лагерь. Ведь впереди их ждет финальный рывок через всю страну за среднеазиатским козерогом. Время на исходе, а горы не прощают ошибок. Обратно домой идем. Увидели группу Мархура. Один, там большой. В общем, под закат солнца попробуем еще и Мархура добыть. Все равно по пути домой идем. Куда аж далеко? Офтопты тут куешь. Он ходит. Очень. Не надо дарахт, мана. А вот и наши Мархуры. Как мы уже говорили в прошлой части фильма про трофейную охоту в Узбекистане. Главное, чтобы трофейная охота всегда регулировалась. Бухарский Мархур – это редкий подвид винторогого козла, обитающий в горных районах Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана. В Узбекистане его популяция сосредоточена преимущественно на хребте Куги-Тангтау, расположенном на юго-востоке страны. Этот вид находится под угрозой исчезновения и включен в Красную книгу Узбекистана. Но, тем не менее, в Узбекистане охота на него разрешена только по квотам и в определенные сезоны. Ежегодная квота на добычу этого подвида ограничена, что связано с необходимостью сохранения популяции. Средства от трофейной охоты направляются на охрану животных, борьбу с браконьерством и улучшение условий их обитания. Результаты проведенных работ мы можем наблюдать уже сейчас. Большой Мархур, может от старости, может его киселя. Мархуры оказались совсем рядом. Но Денис не стреляет. Давайте еще раз проясним суть трофейной охоты. Это не про мясо и не про выживание. Это про отбор. Добыть не любое животное, а именно зрелого, выдающегося по своим признакам самца, который уже успел передать гены потомству и вышел из репродуктивного возраста.
идет только рога. Все? Все. Есть, да? Не, он лежит, все. Есть. Вот. 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 Рога. Я первый раз на охоте горный. Я стрелял 30 метров. 30, может даже 20. Даже без силуэта видел рога и все стрелял. Я еще такого в жизни не видел. Подойти к Мархуру 20 метров. 20 метров стреляю. Видел? Ты видел? Да. Сенсация. Уф, сенсация. Вообще. Вообще ураган. И солнце садится. Надо бежать. Молодец. Это невероятно удивительный день. Шли домой по каньону. Завтра собирались охотиться на Мархура. Прямо перед нами по дороге стоит шедевральный трофей. Плюс там еще какие-то были самцы, самки. В общем, подошли к нему в упор. В упор. Я никогда в жизни не стрелял на горной охоте с 30 метров. Даже не с 30, 20 метров. Мне кажется, даже 15 метров. Я так близко никогда не видел животного. Еще стрелял по нему. В общем, на охоте домой добыли еще супер трофей бухарского Мархура. В общем, в один день уложили два трофея. Бухарский Уриал и бухарский Мархур. При том, что с утра была еще неудача, промах, полдня потратили. В общем, охотились мы, грубо говоря, с 16 вечера вот до 19. За 3 часа добыли два трофея. Просто невероятно. Вот это вот тот случай, когда на охоте бывает все, как куча нефарта. И как может в один момент за 3 часа так подфартить. Еще такой трофей матерый такой. Невероятный день, невероятный Узбекистан, невероятная охота. Спасибо большое. Завтра с опережением плана будем вылетать. У нас остался последний трофей, козерог. В общем, просто невероятный день. Спасибо. Доброе утро. Сегодня третий день охоты в Узбекистане. Вчера был, наверное, самый сложный день охотничий в нашей жизни. Вышли в 3 утра и зашли в 4. В общем, 24 часа мы были на охоте в горах. Прошли 30 километров. Больше, наверное, мы никогда не ходили. 30 километров. Ноги стерли, все. Измученные, ночью спускались. В общем, все, что можно было встретить на охоте, и сложности вчера все было. Но вчера был такой супер день. Мы еще и добыли 2 трофеев, и бухарского Уриала, и бухарского Мархура, все за один день. В общем-то, есть новости радостные, есть новости, конечно, прям шокирующие, конечно. Этот спуск по горам, заблудились, еще что-то, В общем, охота была, наверное, одна из самых сложных, при том, что Узбекистан достаточно легкий. В общем, мы нашли. Как говорится, мы не ищем легких путей. Вот тот случай конкретно про нас. Сейчас полетим мы из Сухандари в Басталынский район, где у нас остался завершающий трофей. Козерог сегодня уже охотиться не будем. Целый день займет дорога. И завтра с утра будем пробовать добыть козерог. В общем, за 2 дня мы добыли 3 трофея. Это тоже такой рекордный для нас момент. До сих пор все невозможно даже осмыслить, что вчера пережили. Но самое главное, слава богу, живые и целые. Сейчас загружаемся и перелетаем.
близкий. Нам предстоит пересечь весь Узбекистан с запада на восток. Зато есть время восстановить силы после прошедших напряженных суток. Денис направляется в Бостанлыкский район. Это край горных ландшафтов, природных достопримечательностей и возможностей для активного отдыха. Район расположен в Ташкентской области, в западных отрогах Чаткальского хребта, части великой горной системы Тянь-Шаня. При одном упоминании Тянь-Шаня невольно сводит ноги. Впереди опять высоты, тропы и испытания. Но стоит оглядеться, как усталость уходит без следа. Мы в одном из красивейших мест Узбекистана. Рядом заповедные участки Майдантал и Башкызылсай, которые вошли в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО как часть номинации «Западный Тянь-Шань». Добрались до финишной локации, где будем охотиться на козерога. Сегодня целый день в передвижении, в общем, уже финишная локация. Сейчас на базу размещаемся, ужинаем, отдыхаем. И завтра в 5 утра уже подъем в горы. В общем, козерогом здесь все в порядке, как говорят ребята. Ну, посмотрим, как оно будет. Может, также быстро управимся. Может, повезет, как и с предыдущими трофеями. Ну, посмотрим. В общем, размещаемся. Очень красивая местность вообще. Какой удивительный Узбекистан. Такие разные горы, такие красоты даже не ожидал. Невероятные красоты, просто невероятные. Начинается самая вкусная часть фильма. Берите блокноты и записывайте рецепт настоящего охотничьего узбекского плова. На ужин плов. Я хочу поделиться своим рецептом по приготовлению плова. Не обычного, а именно охотничьего плова. В общем, первым делом мы втапливаем жир в курдюк. Добавляем масло. Подсолнечное, да. То есть нам все рассказывают, мы дома покупаем хлопковое. Так, первым делом мы бросаем косточки, сахарный кость баранины. И от него идет очень хороший аромат, свой вкус. До белой кости. Для нашего плова потребуется килограмм риса, килограмм мяса. В нашем случае мы взяли 1,5 килограмма, так как охотники любят мясо. И где-то килограмм 200 по 600 грамм красной и желтой морковки. Чесночок и перчик — это на вкус. Нам нравится. Следующим делом отправляем мякоть. Мы вот порезали мелко, потому что у нас уже ближе к вечеру, чтобы поздно не... Конечно же, вы спросите, почему не на костре? Отвечаем. Этот рецепт можно применить и на костре, но в нашем случае приготовление происходит на газу. Нам просто нельзя терять время. Прожарив мясо под крышкой в течение 10 минут, мы продолжаем. Вот мы прожарили мясо, чуть-чуть. Ну, слегка прожарили. Теперь добавляем сюда лук. Лук даст нам влагу, и жарим лук до карамелизации, то есть как он станет светло-коричневым. И мясо будет жариться на луковом соку. Это будет очень вкусно.
Вот лук у нас принял такой вот приятный цвет, карамелизованный. Вот теперь уже пора бросать морковку. Как правильно посолить плов? Вот. Берем вот столько. Это на килограмм риса. То есть на килограммную плов. Все, достаточно. Так, морковка у нас прожарилась. Мы добавили чесночка, острого перца для аромата и зры. Это главный ингредиент плова. Воду добавляем на глаз так, чтобы овощи и мясо были погружены. Это называется зирвак. Он варится примерно 40 минут. Через 40 минут можем накладывать рис. Так, мы сейчас замочили рис. Мы его должны сначала сполоснуть до чистой воды, и потом рис должны намочить на теплой воде, и он должен простоять примерно от 20 до 30 минут. 40 минут спустя. Сейчас уже время накладывать рис. Убираем чесночок и острые перцы. Ну, перец, в принципе, мы уже порезали, можно не убирать. Но чеснок нужно обязательно брать. Теперь мы накладываем рис равномерно. Заложив рис, мы должны убедиться, что он весь погрузился в зирвак и ни в коем случае не перемешиваем. Готовим примерно 10 минут, выпаривая воду. Рис у нас как бы дошел до кондиции. Теперь собираем в горочку и делаем дырки до самого дна. Раз. И сверху сыпем для аромата нашу зиру. Сверху ставим чесночок. Все. И закрываем крышечку на 20 минут на малом огне. Все. Вот огонь поснимаю. Самый маленький огонь. Вот у нас уже время подошло. Открываем плов. Аромат, конечно, такой, что на видео это мы не сможем вам передать. Вот рис должен быть вот таким вот рассыпчатым. Вся прелесть в простоте. Доброе утро. Сегодня уже 4-й день охоты в Узбекистане. Вчера весь день добирались. В общем, сегодня, надеемся, завершающий день в Узбекистане, но там уже, как говорится, на все воля Божья. Сейчас пораньше проснулись и поднимаемся в гору. У нас последний трофей — Козерог. Погода хорошая, все хорошо, Узбекистан красивый. Поехали. Горный козел центральноазиатского подвида – это удивительное животное, обитающее в горных районах Узбекистана, в том числе и в отрогах Тянь-Шаня, восточнее Ташкента. Они предпочитают скалистые участки на высоте от 2000 до 6000 метров над уровнем моря. Роль горных козлов в экосистеме считается пищей для хищников, таких как снежные барсы и волки. Козлы способствуют распространению семян растений, влияя на растительность горных склонов. Их главная защита – это способность быстро передвигаться по сложной местности. При приближении хищника они громко предупреждают друг друга об угрозе и быстро скрываются. Наверху
прям прохладно. Снегом новая температура минусовая. В общем, пока никого нет. Это еще не ледник, но на высоте лежит прошлогодний снег. Он создает опасные преграды для группы. Приходится двигаться с постоянной настороженностью. Здесь, на уклоне, нет права на ошибку. Любой неосторожный шаг, и все может закончиться в одно мгновение. Посидим, посмотрим на том склоне. А пока тихо вообще, глухо. Увидели козерогов. Пасутся там. Далеко, правда. Попробуем. Наш опытный егерь Турсумбай замечает хорошего трофейного козерога и предлагает оценить трофейные качества Денису. Впившиеся камни в тело не дают нормально расположиться. Козерог сдвинулся с места. Дистанция, не сказать, что легкая, плюс чувствуются сильные восходящие потоки ветра. Но Денис не переживает, у нас хорошая позиция. Есть. 820 метров. Молодец. Поздравляю. 800 метров. 820 метров. 820. Молодец.
буду обижаться. Ну, есть хорошая новость, добыли. И есть еще хуже новость, за ним нужно идти. Да. Да. Первый чуть выше пошла, не знаю почему, чуть-чуть вот так. Обычно ветер снизу. Ну, хорошо еще вниз не скатился. Да, Вот это еще хорошо. Потому что если бы туда ушел, это вообще было. да, и так его попробуй достать. Добыли только что среднеазиатского козерога. Это завершающий трофей в Узбекистане в этой поездке. В общем, Узбекистан прошел, можно сказать, на ура. Получилось достаточно быстро. С утра поднялись и прям увидели группу с 3 козерогов. 2 было маленьких, 1 побольше. В общем, все, слава богу, получилось. 820 метров стрелял. Очень повезло нам, что не скатился с горки. Такая местность крутая, что если бы он скатился вниз, это мы еще, наверное, час-два за ним бы спускались. И так уже силы на исходе. В общем, козерог хороший трофей. Около метра, может чуть больше метра длина рог. Не самый большой, но достойный трофей. Красивые рога. Хороший выстрел, далеко стрелял. В общем, счастливые. Забираем свой трофей и возвращаемся домой. Полное счастья, усталости и усталой радости, так она называется, охотничья. Поэтому спасибо Узбекистану, спасибо людям. Слава Богу за шикарный трофей. Все. Вот и завершилась наша незабываемая трофейная охота в Узбекистане. Мы от всей души благодарим тех, кто сделал это путешествие возможным. Организаторов, инспекторов, егерей, пилотов и водителей за профессионализм, заботу и надежность. Особая благодарность охотнику Дильшоту за бесценные знания и рецепт настоящего охотничьего плова. А впереди нас ждут новые маршруты, новые горизонты, новые охотничьи экспедиции по самым удивительным уголкам нашей планеты. Спасибо, что были с нами. Как говорится, подписываемся и ставим лайки. До новых встреч! Козы были горные, ну и медвежьи следы есть только. Лёшка тоже нашел вот за деревом. Да, Лёшка была. И следы тоже свежие есть, вот по этой тропе. Вот так бывает. Прилетаешь на дикое озеро, а тут еще сподвижники есть. Давайте. Давайте за встречу, За встречу. за да. удачную За охоту. удачу. Спасибо, брат. Давай.